Красивая картина, не правда ли? Вот сколько лет я дизайном занимаюсь, всегда меня эти провода под телевизором парили. Вот подходим мы чуть-чуть сбоку, смотрите, какая грязь, просто все в проводах. В этом видео вы узнаете, как спрятать провода за телевизором, даже если у вас готов ремонт. Вы узнаете, на какой высоте подвесить телевизор, так чтобы было удобно смотреть и не затекала шея. И как выбрать крепление, так чтобы повесить телевизор ровно и с минимальным зазором от стены. Поехали! Мы всегда на этапе стройки проводим кабель-канал, чтобы можно было протиснуть все провода от телевизора до тумбы. Вот смотрите, вот это вот телевизионная стена, и здесь будет стоять телевизор. Вот тут место под телевизор, а внизу у нас будет тумба. Для того, чтобы все провода можно было протащить, у нас вот здесь есть такая труба диаметром 50 мм. Если сделать меньше, то провода от HDMI и One Connect, они уже могут не пролезть, они достаточно большие, и если там уже есть провода, то провод не протащишь. Вот эта вот труба связывается ровненько вот так вот с этим местом. Сюда можно будет протащить любые провода и развести под тумбой. В итоге у нас есть два набора проводов, и снизу, и сверху, для любого телевизора, для One Connect, не One Connect, какого угодно. Все сюда вот встанет 100%. Потом мы просто вот это вот все одеваем в рамку. Есть прям вот пятипостовые рамки. Я всегда и говорил, что это очень важно, когда в линейке розеток есть пятипостовая рамка. Она вот для этого и нужна. На вот такую вот стандартную схему разводки я оставлю ссылочку в описании. Кому нужно будет, посмотрите. Может, кто-то себе там разведет. Но вы скажете: Миша, а что, если у нас уже ремонт готов? И что, куда нам девать эти провода? Если ремонт уже готов, то провод можно провести прямо в стенке, прямо на живом ремонте, но только если у вас гипсокартоновая стена. Я же уже несколько лет рассказываю, что мы используем гипсокартон. Вот, например, это наш офис, и нам нужно здесь повесить телевизор. Вот видите, мы просто просверлили вот эту стенку, и там видно, что здесь двухслойный гипсокартон. И все. Нам очень легко, на самом деле, просто просверлить стенку и протащить провод вот прямо вниз вот сюда. Но если вдруг у вас нет гипсокартоновой стены, например, у вас стена несущая там или из пеноблока, и нет возможности протащить много проводов вниз по кабель-каналу, в этом случае нам придется провод провести по наружке, и его придется прятать. Для начала нам, конечно, нужен телевизор, который подключается всего лишь по одному проводу. Вот мы сюда поставили телевизор Samsung The Frame. У него как раз вот такая же коробочка есть, и он подключается всего лишь по одному проводу. Этот провод очень тонкий, и его легко поместить, вот, например, между панелек. Он там вот внутри панелек стоит, и его вообще не видно. Если у вас уже готовая стена, то нужно всего лишь в телевизионной зоне сделать, ну, там, пару панелей вокруг телевизора и просто провести провод вдоль панелек. Если не хочется делать дорогие панели, это достаточно дорогая история, можно за телевизором поставить вот такие вот реечки. Тут такой вот теневой зазор, любой провод здесь скроется и вообще не будет видно. Можно провести даже несколько проводов вот в каждой такой реечке. Реечки бывают дорогие, дешевые, вообще на любой кошелек. Дорогие рейки вам сделает любая столярная мастерская из дуба или какого-нибудь крутого дерева, а дешевые можно сделать самому из бруса сосны, купить там в любом Leroy Merlin. У меня есть видео на канале, можете посмотреть, как делать недорогие рейки там по 100 рублей. В учебниках по эргономике пишут, что центр телевизора должен быть чуть-чуть выше, чем уровень ваших глаз при сидении. Обычно все проектируют как? Вот сидит человек на диване и смотрит вот туда куда-то. Телевизор у нас чуть-чуть смещается наверх. Но есть одна проблема. Вы же так не сидите, да? Обычно на диване сидят вот так. Полулежа, полусидя, как угодно. Особенно, когда смотрят кино какое-нибудь. Кто из вас сидит с ровной спиной и смотрит кино? Кто? Поэтому, конечно же, нужно измерять высоту полулежа, примерно вот так вот. Причем очень важна высота дивана. Диван тоже будет разной высоты. Вот это, например, диван низкий, ниже, чем большинство диванов, и для него своя высота. Но это еще не все. Есть же еще под телевизором тумбочка. Тумбочка-то тоже должна влезть. Представьте, если у тебя большой, огромный телевизор, под него и тумбочка тогда не поместится. Либо надо сидеть очень высоко. Но тут главное не забыть, что тумбы бывают разные
разной высоты, и на ней что-то может стоять. Поэтому это надо тоже помнить, учитывать и подвешивать телевизор так, чтобы и тумбочкой было удобно пользоваться. Часто еще телевизор размещают над камином, но это крайне неудобно. Камин имеет высоту приличную, да, там примерно 1200, и на нем что-то еще стоит. И телевизор еще выше камина, это очень высоко, неудобно, и шею просто ломит так высоко смотреть. Я бы не советовал. А если телевизор очень большой, 90, там, 80 диагональ, мы делаем вот такие вот шаблоны. Прям вырезаем из коробки из-под телевизора шаблон. С таким шаблоном сильно проще примерять телевизор к стене, чтобы размечать стену, чтобы смотреть, где нам нужно вытащить провод, где нужно разметить крепление, вот эту всю историю. Посмотреть так или вот так. Примериться как раз вот сесть с дивана и посмотреть там высоко, низко, затекает шея, не затекает. Очень удобная история, делается прям вот просто из коробки из-под телевизора. Как повесить телевизор вплотную к стене? Это на самом деле моя личная боль, потому что все телевизоры на самом деле псевдо-тонкие. Внешний край у них всегда тоненький такой. Тебе реально кажется, что они очень-очень тонкие. Когда он стоит на тумбочке, это нормально абсолютно, он кажется тонким. Или когда ты приходишь в шоурум, например, смотреть, он там кажется тонким. Но на самом деле сзади они пузатые, они вот таким вот коромыслом. И когда ты повесишь его к стене, он уже не будет вплотную, естественно. Это будет расстояние самого крепления плюс вот эта вот вся пузатая история. И когда ты подходишь сбоку, а это часто бывает, потому что на этой же стене бывает проход в другое помещение. Ты подходишь сбоку, а сбоку видно все эти провода, крепления. Ну и вообще вот все это не так это эстетично, как повесить вплотную к стене. Поэтому мы немножко хитрим. Блок розеток мы утапливаем внутрь, чтобы совсем вот вообще ничего не видно было. Само крепление мы тоже используем максимально тонкое. Главное, чтобы не поворотное. Потому что поворотное я как-то поставил. Ну, во-первых, это никому нахрен не надо. Телек стоит и стоит. А во-вторых, все поворотные крепления, они такие хлипенькие, они вот качаются, болтаются, и оно очень толстое. Ну, тогда вообще все будет видно. Есть и другие телеки, более тонкие, но у них система крепления к стене достаточно сложная. Либо телевизор клеится к стене, либо он встраивается в стену. Это очень сложная, дорогая история, мне это не нравится. Но есть и нормальные телеки. У нашего Samsung крепление есть прям в комплекте, и оно непростое. Оно позволяет крепить телевизор прямо вровень к стене. Вот посмотрите, здесь у нас образуется вот такой вот теневой шов в полсантиметра. Так мы не видим никаких проводов, ничего не видим вообще. Секрет в том, что у этого телевизора есть выемка под крепление настенное. Он вешается как картина на это крепление, и не видно вообще ничего. А вот эта выемка, она сделана специально для того, чтобы скрыть, если у вас, например, кривая стена, телевизор неровно прилегает и так далее. Ну, это как обычно, теневой шов, он вот для всего этого нужен. Вот эта вот версия у нас старенькая, сейчас вышла новая версия, она более тонкая, и телевизор прям реально очень тонкий, он там, по-моему, на сантиметр тоньше. Очень крутая штука. Сейчас мы вот именно такие телевизоры ставим. Это Samsung The Frame. Раньше я его как-то обходил стороной, потому что его на сайтах и на картинках рисуют вот с таким вот большим паспорту. И я реально думал, что этот телевизор вот с паспорту, но он на самом деле обычный телек, а паспорту это он так рисуется, у него тут есть режим картины, и можно типа как картину использовать. Просто это единственный сейчас телевизор, который можно подвесить прямо вот вплотную к стене, и он не стоит как крыло от Боинга. Он, ну, обычных денег стоит, это обычный кулет, там никакой доплаты за то, что он вот так к стене вешается. Но самое интересное находится вот здесь. Все подключается вот здесь. Вот здесь все эти HDMI, USB-шечки, PlayStation сюда же втыкается. Это One Connect от Samsung. У других компаний тоже, в принципе, есть похожие решения, поэтому это не новость. Но прикол в том, что так мы можем вытащить наконец-то все провода и легко их подключать, не поворачивать
выключивая телевизор, там, ничего не делая. И мы разработали специальную тумбочку под эту историю. Эта тумбочка называется Бока Ботти. Она очень простая на самом деле, мы ее достаточно давно разработали, очень часто используем в наших проектах. Вот сейчас начали делать ее фабрично, прям может любой желающий купить. У нее бывает разная длина, и у нее есть регулировка по высоте. Вот здесь, вот видите, здесь тоже есть теневой шов. Все провода, все пилоты, всякую фигню маленькую можно складывать прямо внутрь. Она вентилируется, здесь воздух приходит. Даже вот этот One Connect можно в принципе положить внутрь. Но кто-нибудь вот сейчас там вот у меня спросит: Миша, а нахрена вообще нам нужен телевизор? Да, сейчас никто не смотрит антенну, никто не смотрит Первый канал, ну почти никто не смотрит. Но до сих пор остались сериальчики, всякие Netflix'ы, эта популярность набирает дикую. Поэтому от телевизоров мы еще долго не откажемся, все будут смотреть фильмы какие-то, семьей смотреть, сериальчики, поэтому нет, телевизоры нужны. Ну вот и все. Наконец-то я думаю, что мы решили эту проблему висящих проводов под телевизорами, и все уже их спрячут, и будет у всех все красиво. Ссылочки на все там полочки, телевизоры, на все схемы, расчеты, все будет внизу в описании. Заходите, забирайте все, что вам нужно, и там вот эти лайки-то поставьте.